Ну, для начала хочу соединить этот двигатель хондовский. Я не знаю, сколько он точно, там 5 лошадей вроде бы, с двигателем мотороллера Муравей. И вот еще такая запчасть, это вилка, обод, ну, колесо от мотоцикла Восход с цепью. В общем, такую тяговую лошадку хочется сделать, а точнее просто мотоокучник. Чтобы обрезать шатун, мне пришлось расколоть двигатель, чтобы подлезть к шатуну. Ну и, соответственно, рассыпалась коробка передач. Сейчас попробую собрать ее. Так, шестерня первой передачи. Вставляем. Ну, потом поправим. Теперь, как по-научному, отводим все валики до конца в эту сторону. Сюда вставляем шестерню вот таким образом. Одну, а эту шестерню наоборот пазом вниз. Вот так вот, чтобы они не мешали ходить друг другу. Перепроверяем и вставляем механизм переключения. Так, с вилками. Ну вот оно стало. Теперь вставляем вторичный вал. Надеюсь, до конца встал. И шестерню вставляем. Все, вот они заподлицо. Все у нас вращается. Это включена 4-я передача, получается. Вставить вилку вал переключения передач. Вот. Сразу вставляем пружину, фиксатор. Здесь, смотрите, втулочка стоит распорная. Я ее не доставал. И чтобы пружина вот фиксировала и вставляем вот таким образом. Чтобы не соскочила пружина, придерживаем. Да, там паз такой специальный. Все, валик смотрим, видно, да, что он колесиком своим упирается в плоскость фиксирующей пластины, ну, которая передача фиксирует. Вот зацепление уводим самое последнее. И
Так. Это у нас до конца. И вот в первый паз. Видно, да, что здесь ничего цепляться не будет. И здесь у нас тоже собачка на самом крайнем положении. Ставим пружину. Ну или пытаемся вставить. Нет, лучше плоскогубцами. То больно она. Еще пружина стоит на месте. Ну, теперь можно ставить картер. После того, как подсох герметик на втором картере, пытаюсь его установить попасть все валы. Подшипники. Наш инструмент. Молоток. Сошелся. Сейчас легонько подтяну винтами и дам еще немножко засохнуть герметику. Винты у меня родные потерялись, поэтому один поменял. Вернее, два. Сильно не зажимаю, обожду, потом уже зажму полностью. Подтягиваю до первого сопротивления, такого значительного. Ставим крышку с сальником, она в одном положении становится. Становится втулка. И звездочка. Это я, чтобы не потерять. А сюда становится указатель нейтральный. Но он у меня уже сломан. Да, он мне не нужен здесь. Потом зажмем винтом. Здесь болт посеял возврата, возвратного механизма. Вот так вот шлифанул. Закручу сейчас. Должно работать, как я думаю. Болт я закрутил. И сейчас просто проверю, как будет. Вот. Видно, да? Возвратный механизм работает. Так что должно работать. Ну, теперь собрать крышку. Кстати, они разные овалы. Здесь такие проточки. А в этом вале, что я поставил, но оно уже не видно. Просто стопорное кольцо стоит.
и фиксирует эту шайбу. Ну вот. Таким образом собираю. Наверное, нужно вот так немножко. Итак, здесь еще у нас совпадает. Так вот, видно, что заводилку я немного, но она не зажата. Сейчас я, наверное, подожму или попробую так, чтобы натянуть пружину. Потом мы вот. Посевалый. Как-нибудь. Ну, не очень-то и получается. Ну, в сети нужно попасть. Возможно, с первого раза. Вот. С первого пулка. Возможно, шестерня сползла. А нет, все, оно, все зашло. Ну вот, возвратный механизм, видно, что отбрасывает, крышка поднимается. Ну, сейчас рычаг сниму, чтобы не мешал. И... Валик был обрезан болгаркой, потому что рукоятка была приварена. Но вот такой двигатель мне достался на запчасти. И здесь не было цилиндра с поршнем. У нас с запчастями на эти мотоциклы, мотороллеры туговато. Ну, как бы сейчас-то не проблема, в интернете можно найти. А на момент приобретения двигателя этого не так особо уже и интернет распространен был. Поэтому лежал он у меня очень долго в запчастях. Да, и этот сальник я тоже не нашел. Оттуда промазал обильно герметиком. Сейчас трогать не буду, пускай застынет. Но надеюсь, будет держать. Там оно, в принципе-то, сошилось просто масло. Ну все. Видно, да, что коленвал вращается. Заводилка работает. Сделал подрамник под двигателем РУЯ. Приварил к вилке восходовской. Сделал подножку такую, чтобы стоял. Тоже ручки. Не знаю, насколько это будет удобно. Сейчас вот усиление такое к раме. Ну, здесь потом крепление распашника будет, подпашника. Подпашник будет этот. Я когда-то его у видео показывал. Ну, здесь ручки обрежу, крепление. Тоже переделаю. Ну, я думаю, достанется, если очень надо будет, то двигатель отсюда извлечется. Сейчас вот привариваю грунтозацепы таким образом. Ну, надеюсь, сколько их? 4-8 штук. Такое расстояние по 15 сантиметров где-то. Плюс-минус. Ну, будет буксовать, тогда добавим. Захламил, конечно, но немножко покажу. Мотор, двигатель чуть пониже решил поставить. Ну, вот такое крепление самого подпашника, оно съемное, и плюс он есть хождение небольшое. По работе осталось сделать рычаг переключения передач. Заводилку я оставил. Не знаю, будет видно.
думаю, запускаться должен. Сюда одну тягу сделал на переключение передач. Сейчас рычаг прихвачу тут. Выглядит чудо-агрегат. Вот так вот. Что-то мне самому смешно. Ну, я только доделал, так выкатил его. Вот так. Осталось испытать. Где-то ровно, где-то кривовато. Ну, как бы не хуже, чем вручную. Ну, недостатки, конечно же, имеются в данном аппарате. Сейчас я покажу подробнее. Хотя много это исправляется, дорабатывается. Ну, как говорится, первый блин комом, хотя не совсем комом. Работы я доволен. Главное, что он работает и тянет конный окучник. На такую вот стояночку его поставил, тут прислонил. Потом пленкой накрою. Итак, первое это все-таки высокий центр тяжести. Ну, хотя удержать его можно. Можно со временем отнести двигатель дальше, как мне там Иван писал и Мишка, в принципе, говорил. Но у меня не было длинного ремня, поэтому остановился на такой установке. Дальше. Большая скорость. Тут я уже к стене прислонил. Шкивы приводные у меня 1 к 2. В общем, можно ведомый шкив большего диаметра поставить и уменьшить скорость. Либо звездочку поставить. Здесь родная муравья на 16. Можно на 13. Чуть-чуть уменьшить скорость. Но опять же, вот видно, что режим работы в пыли. Что дальше? Дальше было видно, что на цепь попадает земля. Нужно обязательно установить кожух. Ну, думаю, к следующему окучиванию это я сделаю. Что дальше? Большое расстояние между грунтозацепами. Я думаю, еще по одному добавлю. Когда получается по земле, вообще он прыгает как хуже, чем гусеничный трактор. Ну, и зарывается быстрее. Я думаю, если добавлю грунтозацепы, его и катить проще будет. И не так он будет зарываться. В целом, что еще? Можно чуть-чуть переделать крепление, убрать угол, потому что глубоко он зарывается, окучник.
нужно все время его приподнимать кверху. Что еще хотелось бы сделать, это он, когда вот, допустим, его перекатываешь, сильно клюет носом, перед падает. Можно поставить сюда опорное колесо вперед, ну, короче, наполовину, вот так, сантиметров 15-20 над землей его поставить, чтобы чуть что можно было опираться на это колесо. В принципе, вправо-влево он держится. Его даже перекатывать с борозды в борозду не так-то тяжело, но именно когда останавливаешься и, получается, из земли достаешь его, он вперед клюет носом. Даже хоть и окушник этот нелегенький, но вот такой вот недостаток у него. Но если, в принципе, двигатель перенести назад или груз какой-то подцепить, то центр тяжести можно словить. Но я думаю, колесо это поставить, проще перекатывать его будет. Хотя цилиндр тогда будет постоянно вниз смотреть. Ну, по расходу топлива я даже не знаю. Я не заправлял целый бак. В принципе, тут, блин, ну, я так не могу определить. Может, пол-литра какого он спалил. Ну, потому что вообще там практически по виду сколько залил, столько и осталось. Ну, тут по работе, я не знаю, с перекурами час. Потому что без привычки все-таки тяжеловато было побегать за ним. Ну, и опять же, ручным окушником куда тяжелее. Раздербанил я всю конструкцию. Пообрезал еще двигатель. Крепление второго двигателя. Наварил грунтозацепы. Ну и их уже вырезал чуть пошире, чтобы он чуть устойчивее был. Сейчас готовлю к установке двигатель, чтобы ближе был к колесу и ниже на раме сидел. Передвинул двигатель, а ниже его поставил и ближе к колесу, чтобы центр тяжести чуть-чуть сместить. В общем, по итогу двигатель получился ниже и ближе к задней части. В общем, вот даже дальше оси. Но еще тут вместо ентова шкива поставил маленький. Сосед подогнал, за что ему огромное спасибо. И он, ну, если вот так смотреть, то практически в 2 раза меньше этот. Ну, возможно, скорость будет пониже. Потому что меняла я звездочку. Родная стояла на 16. Я поставил, ну, то ли с мопеда, то ли с Минского покупал на 14 зубов. Скорость я даже не ощутил. Быстровато вот понарыл, как гусеничным трактором. Ну и, в общем, надеюсь, что шкивок этот, я еще в прошлом году хотел его поменять. А так уже центр тяжести ниже, и получается, что сейчас еще натяну, он подвинется, двигатель. Да, и центр тяжести опять сместится. Плюс тут окушник будет висеть. Уже, думаю, он не будет носом клювать, как в прошлом году. До доработок я вставлю в видео фрагменты. Ну и еще окушник сейчас подцеплю, попробую по борозенкам проехать, как оно будет получаться.
Оно еще картошка не вся вылезла. Ну а по скорости, думаю, вы видали, что сейчас медленно едет. Намного медленнее. Ну, конечно, не совсем легко управляется. Но все-таки лучше, чем в прошлом году. Бегать за ним уже не надо. Думаю, на сегодня достаточно. Потом просто вот шире можно еще. Вот здесь крылья эти. Ну, чтобы шире захват был. Потому что узенько что-то он берет. Вот можно научить ширину и медленно потом ехать. Потому что узенько, и он присыпает, но нормально. Вчера прошел дождик, наконец-то. Второй дождик за 2 месяца. Вот это я вчера после переделки проехал борозенку. И здесь вот, где солнце меньше попадало, еще видно, что земля сырая. Здесь, ну а в целом сверху она подсохла. Конкретно по окучнику, что сам окучник, вот крепление переварил, да, там писали лучше с регулировкой сделать. Ну, как винт будет, так сделаю. Вот видно, что сейчас он более горизонтально стоит, а был сильно так наклонен, поэтому заглублялся. И постоянно вверх нужно его было придерживать. И ручки сами удлинил, но тросик короткий, сцепление. Так что пока что выжим сцепления неудобный. Ну, нужно перехватываться. А так с ручками уже удобней получается.
Ну вот, друзья, такая работа сегодня. Я думаю, сам процесс вы видели. Сегодня мне не пришлось бегать, камеру переставлять. Жена была в роли оператора. Борозенки где-то кривоватые, где-то ровные. Но она так просто плугом посажена. Где-то плуг уводила в сторону. Ну, неважно, лишь бы урожай был. Я на это не заостряю внимание. Так, этот огород я прошел сегодня без перекуру. В отличие, как в прошлый раз, я 3-4 борозды шел отдохнуть немножко. Ну, во-первых, жарче было, а во-вторых, пыльно. И плюс сейчас он стал намного легче управляться. И самое интересное, вот видите, низ борозенки такие, видно? Нет, не видно. Вот он мягкий. Его не утрамбовывает. Он этим колесом, как фрезой, роет. И потом еще отбрасывает по бокам. По самому окучнику. Ну, немножко можно ремень подтянуть, либо просто сделать натяжник. Двигатель, конечно, нагрелся. Вот набивает, хоть я и полировал. Но набивает немножко земли. Но это ерунда, шлифанется. И что? По топливу вообще тут, я думаю, осталось что-то. Я не знаю, видно, нет? Нет, так ничего не видно. Вот телефон. Где там тот заборник? Ну, в принципе, до заборника еще не достало, что немножко есть бензина. Заливал я чуть больше полбака. Ну, это испытывал его. Я не знаю, сколько тут бак. В общем, вот так где-то я заливал, чуть больше полбака. Ну, это 2 раза окучивал, испытывал 1 раз. Ну, и плюс ездил домой, чтобы переделать. Ну, в общем, ерунда. Я считаю, что не так уже и много по расходу. Во всяком случае, не руками. И вот, слышите дыхание. Я ж только вот, закончил работу. Так что не сильно-то и устал. Можно было еще немножко поработать. Но не надо, надо отдыхать. Такое видео сегодня, друзья, получилось. Ну, я, если честно, результатом доволен. Очень доволен. Не ожидал, что даже так получится. Ну, и на сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотры. Пишите свое мнение в комментариях. Всем мирного неба, крепкого здоровья, везения, удачи по жизни. И до новых встреч. Кусок металла, трубка, селфи-палку вставил. И только бегай с разных ракурсов снимай. Ну и нажимай пауза, запись, чтобы интереснее было видео.